Так, в общем, хотел бы рассказать вот про такой вот блок питания от ксяомевского этого, как его зовут, пылесоса аккумуляторного. Вот его модель тут написана. Вот. Это вот его родной зарядка блок питания. Нюанс в том, что, конечно, они мало живучие, часто ломаются. Ну, неудивительно, просто маленькая такая хрень. Коробочка. Тут вроде как бы схематика-то более-менее, но что-то вот с ограничением потока она, видать, не справляется. То есть тут вот нюанс этого всего аккумулятора в том, что вот просто ему сюда, вот если сунуть, к примеру, сколько у него тут зарядка? Так. Ну не здесь, вот здесь вот. Вот она, к примеру. 30 вольт, 0,8 ампера. То есть, да. Если взять какой-нибудь 30-вольтовый блок питания, ну или там 32, без разницы. У меня вот тут, к примеру, какой. Так, не вижу. 32 вольта, вот. 940 миллиампер. Как бы, ну все, идеально. Чуть-чуть побольше по напряжению, но он по факту мультиметр там 30,5 даже показывает. То есть как раз 30 вольт, ну и ампераж достаточно. То есть вот можно, казалось бы, можно взять такой вот блок питания. Я вот на Авито за 30 рублей купил. Там где-нибудь купить блок питания обычный какой-нибудь, такой вот с такими же плюс-минус параметрами. И все, его заменить. Этот заменить вот на такой вот, к примеру, да. Вот тоже даже по размеру. Вот это такой маленький, и это он такой огромный. Вот, но нет, так не пойдет, потому что в этом блоке питания идет ограничение потока именно внутри этого блока питания. То есть вот он ограничен 0,8 амперами, сам блок питания. То есть, как его зовут? Ой, уже поздно, блин. Вот это вот аккумуляторная батарея, которая в самом пылесосе стоит. То есть она, если видит, что там больше 1 ампера идет ток, то есть она принимать может там и 2 ампера, и, скажем так, и 3. Но как только она видит, что больше 1, она сразу уходит в защиту, и все, и больше, ну, отключается. То есть надо именно подавать сюда с ограничением потока. То есть 300 вольт и ограничивать ток 0,8 амперами. Вот. Поэтому вот обычный такой вот блок питания не подойдет сюда. В защиту будет уходить этот пылесос при начале зарядки. То есть только начинать, и сразу красная лампочка. И, в общем, нужно ограничить потоку. Что, значит, я сделал? Я вот к этому на Авито купил вот такой вот блок питания. За 300 рублей там сторговался, короче. И на Алишке заказал вот такой DC-DC преобразователь, у которого есть регулировка по напряжению и потоку. Я вот тут термосоплями закрыл, чтобы при вибрации еще что-нибудь не открутились. Вот такой вот преобразователь DC-DC. Он стоит там чуть рублей 300, 350 на Али. Ну и все. Ко входу, значит, подвел вот это вот напряжение 30 там с копейками вольтов, и выход сразу, который идет вот на родной провод от зарядки родной. Резисторами установил напряжение на выходе 30 вольт и ток 0,8 ампера. Подключал, ну там резистор, лучше, конечно, да, резистор какой-нибудь подключить там, чтобы ток-то установить. Мультиметром смотреть, ну, через мультиметр это, ну, режим измерения тока поставить. Вот у меня такой мультиметр, нормально он справляется. Вот на 10 ампер поставил. Ток крутил, тут долго, конечно, пришлось крутить. Ну, накрутил, короче, 0,8 ампера поставил. Он все, у него этого стабилизации, он вообще, ну, как пишет там китайцы, на 300 ватт рассчитан. Ну, пофиг, уж какие там 300 ватт, но я так уже запасом его поставил, чтобы точно ничего не грелось. Потом крышкой закрою.
Вот. И, соответственно, все тут ограничение потоку 0,8 ампера и напряжение на выходе 300 вольт тоже мы этим резистором ставим. Ну и все, при подключении зарядка идет стабильно, ну, никаких ошибок нету, заряжается, ничего не греется. Вот. И вот как бы можно сравнить, да, вот эту вот фигнюшку родную. Как бы неудивительно, что она вообще полгода, наверное, не прошло, она сломалась, короче. И чем вот такую покупать еще раз, да, там тратить деньги, лучше вот такое какое-нибудь блок питания купить, старый добрый на Авито, там, на 30 ватт, ой, на 30 вольт, сколько тут, ну, почти ампер, да, вот что-нибудь такое, 940 вот миллиампер. Вот такой вот найти на 30 вольт, 1 ампер. И вот на Али заказать вот такой DC-DC преобразователь, спаять, ток выставить. Все, тут я их соединил так вот на эти, ну, на болтики, короче, на 2 болтика между собой соединил. Термосоплями тут еще все это тоже залил, так, как говорится. Ну, на вид, может быть, не самый тут красиво выглядит. Но главное, что работает. Не просто дешево. Вот эта вот коробочка тоже там рублей 70, что ли, 50 стоит. Шенхайзер фирмы. Вдруг там что, говорится, там кондер бахнет, там или еще что-нибудь. Все в эту коробочку. Закрыл коробочку, и все, он такой вот. Ну, не знаю, понятно, что, как говорится, вид такой, колхозный. Но зато надежный, я думаю. Теперь вот эта вот штука проработает, я думаю, долгие прямо годы. Потому что я тут разбирал вот этот вот блок питания с Авито-то. Все там нормально, схемотехника тоже хорошая. Кондер ничего не вспухший. Ну, хороший блок питания. Хоть на самом деле так не сильно, ну, немного весит. Не тяжелый. И вот этот вот, что у него тут такие радиаторы. Все без проблем. Вытянет он эти 24 этих ватта. 24 же ватта. Ну да, вот на зарядке. 24 ватта, то есть 30 вольт, 0,8 ампера. Это родная, типа и выдавала. Уж я не знаю, сколько она там выдавала, если учитывать, что как она быстро сломалась. А вот это точно выдает. Теперь 30 ватт, 30 вольт. Ну, понятно, что при подключении нагрузки там просаживаться вольт до 27, там может быть так вот 26. Но 0,8 ампера ограничение потоку стоит. Все. Долго на самом деле, ну, не то что долго, но так повозился. Сначала этот подключал без стабилизации потоку. Вот. Потом все это уже со стабилизацией сделал, все нормально. Вот, в общем, так что, кому вдруг потребуется, я на Авито на YouTube загружу, чтобы вот эти вот штучки не покупать, не тратить деньги, потому что, ну, сколько они проработают. Этот меньше полугода проработан, то есть. Лучше собрать вот такой, или попросить кого-нибудь, чтобы кто-то собрал. И вот такой он, конечно, монструозный, большой, но зато надежный, короче. Вот так вот.